Как быть, если вы женщина и роль жены, замужество вас не устраивает? Я в нашем браке сплошная домработница. Или мне стало неинтересно с мужем. Мы как будто настолько разные, и время проводить стало с ним вообще неинтересно с годами совместной жизни. А может быть, частые ссоры и эти конфликты достают тем, что, естественно, во время конфликта и после вы чувствуете много неприятных чувств, которые начинают раздражать. Потому что зачем я с тобой живу, если столько неприятного происходит именно в нашем с тобой общении. Немногие женщины в этот момент думают, может быть, мне вообще было бы лучше одной. Что же с этим делать, разберемся в этом видео. Я психолог Наталья Корнеева, вы на канале про отношения. Обязательно подпишитесь, если еще не подписаны. Когда вы чем-то недовольны в своей роли жены, это всегда из-за того, что вы, именно вы, а не ваш муж, не умеете обустроить ваше совместное сожительство, ваше времяпровождение так, как было бы хорошо и комфортно именно вам. У вас есть в голове такое представление, что он тоже должен сопутствовать тому, чтобы вам было хорошо. А прямо сейчас задумайтесь, как часто вы говорите ему в комфортной такой нейтральной форме разговора о том, что вы хотите. А нет ли такой ситуации, что вы не говорите достаточно, думаете, что он как-то сам догадается, или что это очевидные вещи, и он сам должен понять и подстроиться, помочь вам наладить ту жизнь совместную, семейную, которая бы приносила вам больше счастья, чем расстройства. В жизни каждый человек сам ответственный за свое счастье. И если прямо сегодня с мужем у вас есть проблемы, которые вас расстраивают, это не значит, что нужно сразу же бежать, менять мужа. Это не значит, что одной вам было бы лучше. Это значит, что вам пора, вам нужно научиться выстраивать свою жизнь в согласии с вашими желаниями. Конечно, здесь не нужно идеализировать. Не все, что вы хотите, будет возможно, потому что та другая сторона ваших отношений, ваш мужчина, это живой человек, у него есть тоже свои желания. И где-то вы будете, совсем не сходиться. И вот тут нужны навыки дипломатичного разговора. Навыки договариваться, навыки искать компромисс. Бывают ситуации в отношениях, где компромисса вообще нет. И есть способы, как иметь дело и вот с такими проблемами. Но поверьте, как только вы научитесь организовывать свою жизнь, такая, знаете, модная фраза «быть автором своей жизни». Так вот, быть автором своей жизни внутри ваших с ним отношений. Как только вы этому научитесь, большинство тех моментов в вашем браке, которые делают вас несчастливой, которые вас расстраивают, решатся. Большинство. И только какая-то часть останутся нерешенными. Когда у нас есть какая-то проблема, и мы решаем большую часть этой проблемы, и остается какая-то маленькая часть, мы перестаем чувствовать так много недовольства. И вот в отношениях любой из нас способен выдерживать какое-то небольшое количество недовольства. Поэтому сфокусируйтесь обязательно на том, чтобы попробовать решить эти проблемы. Что вас не устраивает? Во-первых, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно, как это происходит внутри вашей пары. Но я разберу здесь какие-то основные примеры, собственно, которые упоминала в начале этого видео. Если вы чувствуете себя домработницей дома, значит, вы много делаете дома по хозяйству. Какие есть варианты решения? Первый, самый простой, разделить свой быт напополам с мужчиной. И тут многие из вас могут мне сказать, да мой муж вообще такой лентяй, он не хочет. Или мой муж считает, что пылесосить, мыть полы или мыть посуду – это не мужское дело. Вот с навыком разговаривать и договариваться можно объяснить человеку, что семья – это напополам, и тут, дорогой мой, либо давай решим из всех этих дел, что нужно делать сейчас мне, что из этого тебе наиболее приемлемо делать. Или, если, мой милый, ты не хочешь совсем заниматься какими-то домашними делами, какой-то частью из них, то тогда давай ты будешь достаточно зарабатывать, и за твой бюджет мы будем нанимать домработницу, которую я выберу, которую я научу делать у нас в доме так, как нужно у нас, как принято у нас. И тогда, пожалуйста, ты можешь не делать ничего по дому, твою часть будет делать домработница. А еще лучше, так как мне придется жене ей заниматься, выбирать ее, обучать, корректировать, высказывать ей претензии, когда она что-то делает не так. А это зачастую очень неприятный момент. Быть плохим полицейским, да, который
корректирует действия наемного сотрудника внутри семьи. Вот так как я все это буду делать, то я делаю все равно часть работы за тебя, поэтому я по дому буду делать очень мало, и очень много будет делать домработница, которую ты будешь оплачивать. Другой распространенный пример, когда с мужем стало скучно. Есть ощущение, что мы теперь живем под одной крышей, но как чужие люди. Как можно решить этот момент? Нужно разобраться, а сколько времени вообще вы проводите вместе, но самое главное, насколько качественно вы его проводите. А если у вас какое-нибудь хотя бы одно общее дело, которое вас объединяет. Ну, например, приведу пример прям вот из своей жизни со своим мужем. У нас много разных интересов. Я увлечена сейчас лошадьми, мне нравится очень продолжать учиться, работать, заниматься своими домашними животными, кошечками, собачками. Он все это не разделяет. То есть он принимает, что мне это нравится, что я трачу на это много времени, но в его интересы это не входит. Ему интересен гольф, путешествия, походы в гости, что в меньшей мере интересно мне. И как мы нашли выход, компромисс? Ну, во-первых, гольфом я тоже немного увлеклась, и мы теперь часто играем вместе, и нам есть о чем поговорить, что нас обоих очень сильно интересует в этот момент. Мы обсуждаем, кто где с кем играл, какие знакомые пошли играть, какое поле для гольфа было в этот раз. А во-вторых, так как гольф все-таки случается не так уж и часто, там, несколько раз в месяц или раз в неделю, мы стали смотреть сериалы. Честно вам скажу, я до этого не смотрела сериалы, наверное, с подросткового возраста своего. Ну, не люблю я смотреть фильмы и сериалы. Но так как это дело объединяет всю нашу семью, то есть меня, мужа и двух наших детей, им тоже стало интересно. Мы находим сериалы, которые привлекательны для нас всех четверых. Каждый вечер сидим, смотрим по несколько серий, обсуждаем героев. Нам нравится, как какой-то актер играет или не нравится. Или как плохо написал сценарист продолжение там какой-то серии, потому что вот надо было вот это добавить. Или там почему того-то уволили и не показали, что было дальше. У нас есть почва для обсуждения. Вот он, появляется интерес. И кто ответственный за то, чтобы в моей семье мне было о чем интересно поговорить с мужем? Мой муж за это ответственный? Нет, я. Кто ответственный в вашей семье за то, чтобы вам было интересно с вашим мужем? Вы. Когда я только училась на психолога, в одном из моих образований у меня был, так называемый ментор, да, с кем я обсуждала свои трудности в обучении, от кого получала ответы на свои вопросы. И вот однажды она мне сказала очень интересную фразу, которую я запомнила. Она сказала мне, что со своими клиентами она может разговаривать с интересом, искренне интересуясь тем, что человек рассказывает, о чем угодно. Это была девушка, симпатичная, интересная, приятная. И она явно не интересуется шинами от машин. Но она сказала, со своими клиентами я могу с интересом разговаривать даже о шинах для машин. Что это значит? Это не значит, что она, поговорив с этим человеком, пойдет читать информацию про шины или разговаривать еще с кем-то об этом. Когда вам интересно с человеком, вам первый вариант может быть интересно обоим то, о чем вы говорите, как в моем примере про сериалы. А второй вариант, вам может быть интересно, как человек, который вам дорог, вам об этом рассказывает. Вы можете задавать ему наводящие вопросы. Вы можете, и это нужно делать, показывать ему эмоции в ответ. Когда он радуется, рассказывает вам, например, как он нашел какие-то шины, которые ему очень нравятся, да еще и со скидкой. И вот как повезло, у него эмоции. А вы можете в этот момент сидеть и думать, да что мне эти шины, ну такая хрень вообще. А можете сказать ему с эмоциями, испытав их искренне. Вау, блин, как круто ты, молодец, слушай, классно, что подвернулась такая возможность, да? И что там, а как по-другому бывает, порасспрашивать. Поэтому помните, что это ваша ответственность, и варианты есть. Если вы готовы научиться искать компромиссы, готовы научиться строить диалог с вашим партнером эффективно, то эту информацию я даю на своем курсе. Первая ступень этого курса совершенно бесплатно, открыта для вас прямо сейчас, где я рассказываю 19 самых распространенных ошибок. Послушайте, и вы поймете, какие ошибки есть именно в вашей паре. И самое интересное, кто из вас их совершает, вы или ваш мужчина. Всем, у кого родители в какой-то степени в браке были несчастливы или развелись, обязательно нужно этому научиться. Потому что то, как мы сейчас строим отношения с нашими
вторыми половинками, так называемыми, это в той или иной степени копия того, как делали наши родители. Иногда эта копия не очевидная. Иногда люди выбирают крайне противоположный вариант. Например, папа бил маму, и тогда девочка вырастает и решает, что она никогда не будет жить с мужчиной, который будет поднимать руку. И тогда она начинает избегать мужчин, у которых проявляется мужественность, вот это какая-то резкость, решительность. Она чувствует эту агрессию, которая часто не приносит вот этого негативного последствия в виде того, что он будет поднимать на вас руку. Он начинает избегать вообще малейшей здоровой даже агрессии и выбирает себе так называемых тюфячков, мужчин женоподобного типа. Ну, таких, знаете, тряпочек, из которых можно делать что угодно. И потом она недовольна в отношениях. И, казалось бы, она не повторяет ошибку своей мамы, но она идет в другую крайность. Поэтому, если ваши родители не являются эталонным примером счастливых, гармоничных, здоровых, радостных, прочных, долголетних отношений, то это ваша ответственность научиться.